Здравствуйте, друзья! Стихия не знает отдыха. Она обрушилась сразу на несколько континентов. Землетрясения, штормы и наводнения – все это происходит буквально каждый день. Природа будто сражается за свое место, разрушая, сметая и переписывая карту планеты. Сегодня вы увидите, как она делает это снова. И начнем сегодняшний выпуск с Индонезии. Остров Бали в Индонезии столкнулся с очередным мощным наводнением, спровоцированным интенсивными тропическими ливнями, которые обрушились на восточную часть региона. Этот инцидент, хотя и не достиг масштабов сентябрьского бедствия, когда погибли десятки человек, стал серьезным испытанием для местных жителей и подчеркивает растущую уязвимость острова к климатическим аномалиям в разгар сезона дождей. По данным Национального агентства по борьбе с бедствиями и метеорологической службы, осадки в районе Каренгасем превысили 200 мм за несколько часов, что привело к переполнению реки Бетель и ее притоков. Затопленными оказались деревни Антига, Антига-Келот и Гигеланг в районе Мангес, где вода проникла в десятки домов, подтопила сельскохозяйственные угодья и захватила транспортные пути. Бурные потоки смывали мотоциклы, автомобили и даже уносили скот, коров и свиней, которых жители в панике эвакуировали на возвышенности. К вечеру уровень воды в пострадавших районах начал спадать благодаря усилиям спасателей. Тем не менее, в результате удара стихии несколько семей остались без крова, а местные дороги превратились в реки грязи, парализовав на несколько часов движения. Причины наводнения кроются комбинацией природных и антропогенных факторов, типичных для Бали в декабре, пике влажного сезона, который длится с ноября по март. В этот раз ключевую роль сыграл формирующийся тропический циклон, зародившийся к югу от острова, который усилил конвективную активность и вызвал экстремальные дожди с порывами ветра до 30 км в час. Проблема осложняется забитыми отходами дренажными системами, неконтролируемой урбанизацией и вырубкой лесов для туристических объектов. В аргентинской провинции Санта-Фе вчера пронесся торнадо. Событие произошло в разгар сильной бури, охватившей центральную часть страны, где обильные дожди, порывистый ветер и грозы привели к множеству инцидентов. По данным Национальной метеорологической службы Аргентины и Центра мониторинга метеорологии и климата, вихрь сформировался недалеко от реки Каркаранья. Огромная воронка в считанные секунды вырвала с корнем деревья, разбросала ветки по улицам и вызвала панику среди жителей. В результате повреждения линий электропередачи несколько кварталов остались без света. Регион Каркаранья находится в так называемом «коридоре торнадо», протянувшемся от северо-востока Аргентины через Уругвай и Парагвай до юга Бразилии. Эта зона, вторая по частоте возникновения торнадо в мире после аллеи торнадо в США, особенно уязвима в декабре, когда начинается сезон гроз и теплый влажный воздух из Амазонии сталкивается с холодными фронтами с Антарктиды, порождая суперячейки и вихри. Израиль оказался под влиянием сильного зимнего шторма Байрон, который принес обильные осадки и угрозу наводнений по всей стране. Этот шторм, сформировавшийся над Грецией, где он уже вызвал значительные подтопления, достиг пика в Израиле с 10 по 11 декабря, затронув прибрежные районы от Галилеи до Негева. Особенно сильно пострадали южные города, включая Ашкелон, где рекордные осадки привели к затоплению улиц, перекрытию дорог и чрезвычайным мерам со стороны муниципальных властей. Синоптики заранее выдали красное предупреждение для прибрежной зоны. В Ашкелоне, расположенном на южной прибрежной равнине, осадки в ночь на 10 декабря составили около 10-15 мм, что само по себе не вызвало серьезных проблем, но подготовило почву для катастрофы следующего дня. К утру 11 декабря ситуация в Ашкелоне резко обострилась. За несколько часов выпало более 70 мм осадков. Улицы в промышленных зонах и жилых кварталах, таких как район Кандитон, превратились в реки. Уровень воды поднялся по колено, повредив автомобили и парализовав движение.
Основные наводнения зафиксированы в низинах у побережья Средиземного моря, где ливневые системы не справились с потоком. Полиция и спасатели эвакуировали десятки людей из затопленных домов и гаражей. В одном из инцидентов, не напрямую связанным с погодой, произошел пожар в 9-этажном жилом доме. 11 человек пострадали от отравления дымом и были госпитализированы в больницу. Из-за наводнения спасатели не смогли оперативно прибыть на место пожара. В самый разгар шторма сектор Газа, всего в 11 километрах от израильского Ашкелона, превратился в зону гуманитарной катастрофы. Прошедшие ливни и вызванные ими наводнения усугубили и без того невыносимые условия жизни для сотен тысяч перемещенных палестинцев. Порывы ветра до 50 км в час, град и осадки до 100 мм за сутки обрушились на лагерь. Тысячи палаток оказались под водой, смешанной с нечистотами и мусором. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, около 850 тысяч человек в 761 пункте временного размещения оказались под угрозой затопления. Отсутствие адекватной инфраструктуры, разрушенные системы канализации, отсутствие насосов для откачки воды и запрет на ввоз тысяч палаток сделало наводнения особенно губительными. В лагере Абу-Мархель в квартале Зайтун палатки полностью ушли под воду на глубину до метра, а в Мавасе, недалеко от Хан-Юниса, ветер сорвал сотни укрытий, оставив людей на открытом месте без крова над головой. На северо-западе США продолжается сильное наводнение, вызванное проливными дождями. Больше всего стихия затронула несколько округов в штатах Вашингтон, Айдахо и Орегон. В четверг губернатор штата Вашингтон объявил чрезвычайное положение. Непрерывные проливные дожди, начавшиеся еще 8 декабря, привели к выходу рек из берегов. В некоторых районах с начала недели выпало до 200 мм осадков, и ожидается еще столько же, что ставит под угрозу затопления территорию, где проживает более 9 миллионов человек. В округе Скагит объявили о наводнении, которое случается раз в 100 лет. Был издан приказ об обязательной эвакуации всех жителей из зоны затопления. Также была объявлена срочная эвакуация для более 100 тысяч человек по всему штату. Затопленные десятки населенных пунктов, дороги и сельскохозяйственные угодья. Уровень воды в некоторых реках приближается к историческим максимумам. Власти штата предупреждают о сохраняющейся опасности схода оползней и селевых потоков из-за так называемой атмосферной реки, явления, несущего концентрированное количество влаги. Ситуация остается крайне серьезной. Населению настоятельно рекомендуется соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных властей. На фоне непогоды, оставшейся после прохождения шторма Байрон, у побережья Пафоса на Кипре вчера прошел водяной смерч. Холодный фронт, столкнувшийся с теплым средиземноморским воздухом, создал идеальные условия для конвективной активности. Метеослужба Кипра заранее выдала оранжевый уровень тревоги для западных и южных районов, предупреждая о риске возникновения подобных феноменов. Вихрь сформировался недалеко от туристического района Ката-Пафос и просуществовал около 10-15 минут, прежде чем рассеяться, так и не достигнув суши. В тот же день аналогичные, но менее масштабные смерчи наблюдались у Лимассола. В среду в Северной Колумбии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Эпицентр подземного толчка находился недалеко от муниципалитета Аратока в департаменте Сантандер. Очаг землетрясения залегал на глубине 154 километров. Благодаря большой глубине залегания, несмотря на высокую магнитуду, землетрясение не привело к серьезным разрушениям на поверхности. Однако толчки ощущались на обширной территории. О тряске сообщали жители сразу нескольких департаментов, включая Сантандер, Баяку, Кундинамарку, а также столицу страны Боготу. Жители таких городов, как Чарала, Пайпа, Кукута и Тунха, сообщали о сильном, но кратковременном сотрясении зданий.
По предварительным данным от местных служб экстренной помощи, информации о серьезном материальном ущербе или пострадавших не поступало. Ситуация остается под контролем местных властей и геологических служб Колумбии. Регион расположен в зоне высокой сейсмической активности, в зоне субдукции, где южноамериканская плита погружается под северно-андскую, вызывая частые толчки на глубине 100-200 километров. Муниципалитет Аратока и окрестности Сантандера расположены в центре активной зоны восточных кордильер Анд. Здесь исторически фиксируются сотни сеймособытий ежегодно. Город Бома в Демократической Республике Конго столкнулся с сильным наводнением. Непрекращающийся ливень за 7 часов привел к тому, что местные реки, включая реку Каламу, стремительно вышли из берегов. Вода затопила множество домов и серьезно нарушила транспортное сообщение. Старый городской мост Понт-Виль не выдержал мощного напора воды и обрушился. По сообщениям местных средств массовой информации, на мосту в момент обрушения находились люди. Экстренным службам и волонтерам удалось спасти часть пострадавших, однако некоторые жители числятся пропавшими без вести. В настоящее время местные службы экстренной помощи и добровольцы активно занимаются эвакуацией людей из зоны бедствия и оказывают помощь тем, кто остался без жилья. Точное количество пострадавших и разрушенных домов пока неизвестно. Работы по оценке нанесенного ущерба продолжаются. В Кировском районе Санкт-Петербурга произошла трупная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы с горячей водой диаметром 800 мм 2 человека получили ожоги и были госпитализированы. Инцидент случился на улице маршала Казакова. В результате прорыва из-под земли забил мощный фонтан кипятка высотой в несколько метров. Асфальт в месте аварии обрушился. 2 машины провалились в яму целиком. Еще 2 были повреждены летящими камнями и кипятком. Кроме того, по некоторым данным, обрушилась веранда расположенного поблизости ресторана. Пострадавшими оказались пожилой мужчина, которому потребовалась госпитализация с ожогами, а также девочка, получившая психологическую травму. На место происшествия прибыли аварийные службы и следователи. В связи с аварией 42 дома в микрорайоне остались без горячего водоснабжения и отопления. Как выяснилось, прорванная труба была в планах на реконструкцию только на следующий год. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ночь на 11 декабря жители канадской провинции Лабрадор стали свидетелями зрелищного и яркого полярного сияния. Его наблюдали из разных населенных пунктов региона, включая Гус-Бэй и Сент-Луис. Появление столь активного сияния стало результатом усиления геомагнитной активности, вызванной воздействием солнечного ветра и приходом коронального выброса массы. Хотя уровень геомагнитного шторма колебался, в определенные моменты он достигал значительных показателей, что позволило наблюдать сияние даже в более южных широтах, чем обычно. Видимость полярного сияния в Лабрадоре была обусловлена не только космической погодой, но и благоприятными погодными условиями. В регионе наблюдались достаточно ясные ночи. Период с середины ноября по начало апреля традиционно считается лучшим временем для наблюдения этого природного феномена в Канаде. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.